Вы на канале Не Местный, это весенний выпуск. Это Аделина и Константин. Какой же апрель в Батуми? Жарко ли здесь? Можно ли здесь купаться? А может быть еще такая ранняя весна? Давайте посмотрим и вместе разберемся, какой же апрель в Грузии. Сейчас мы прогуливаемся по набережной Батуми вдоль Черного моря. Середина апреля, выходной, воскресенье, довольно рано еще. И мы видим, что люди есть вдалеке. Здесь. Вот сзади немножко идут. То есть, когда тепло, люди начинают потихоньку выходить на улицы, гулять. А еще вот эта вот набережная, это та самая набережная. Сейчас здесь не так много людей, но это только потому, что утром. Вот сейчас ближе к полудню здесь будет людей все больше, больше и больше. И это та самая набережная, которая в сезон просто заполнена людьми, отдыхающими, туристами, местными жителями, которые приезжают из разных уголков Грузии сюда. Уже развязали пальмы, как вы могли заметить. Если вы посмотрите наши предыдущие выпуски, вот эти вот все пальмы, они были завязаны на зиму. Их вот так вот собирали и завязывали, для того, чтобы они не замерзли. Так вот, их уже распустили. Это просто прекрасно. Это уже говорит о том, что тепло, такое устойчивое тепло даже для растений, оно пришло. Люди играют в волейбол, хотя, я думаю, они играли и когда было холоднее. Мы видим, что электроавтомобили, как их называют, такие вот велосипеды тук-туки, на которых можно ездить по набережной, уже доступны. Все, вот номер 9, у кого-то номер 9 счастливое число, возможно. Так что вы можете спокойно здесь снять и самокат, и такие вот вещи, и покататься. Здорово. А вот здесь запакованные с зимы стоят тоже, между прочим, здесь электромобили, всякие велосипеды, самокаты. Они еще не распакованы, но уже начинается. Апрель — это когда все оживает. Популярные концертные залы в Батуми, да, здесь они располагаются прямо на берегу моря. И вот один из них был сектор 26. Конечно, сейчас здесь ничего не говорит о том, что это классный такой бич-клаб, можно его, наверное, так даже назвать, где проходят вечеринки, куда приезжают выступать различные артисты. И вот видим даже бассейн, который сейчас опустошен, но не сломлен. То есть он есть, и, наверное, его будут дальше, а может быть и не будут. Прям такая тут разруха вообще. Может быть, нет, там стоят внутри машинки. Наверное, к сезону это все откроется. Но надо понимать, что апрель — это не время, когда все готовится к сезону. Начнут готовиться, наверное, середина мая. И в июне еще будут продолжать работы. Почему-то так это здесь происходит. Зато всегда вы сможете найти животных на улицах Батуми. Вот таких вот пушистых и больших. Вот, которые машут хвостом. И которые дружелюбные, всегда мечтают, чтобы их или погладили, или покормили. Таких очень много животных. Они всегда круглогодично. Решили прогуляться около моря, прям самого. Какие потрясающие виды, посмотрите. Вот небо сегодня, легкие облака, легкий ветерок. В целом тепло, плюс 13 градусов. И сколько людей я смотрю на пляже. Да, их, конечно, меньше, чем в сезон, но вот некоторые загорают. Вот вы видите? Вот, лежат, загорают, вполне уже не холодно совсем. Некоторые люди просто прогуливаются. И купающихся я вот сейчас не вижу, но они, конечно, есть. Они всегда есть, и все больше и больше появляется, хотя вода еще холодная. А вон там я увидел, да, на парашюте, на катере катаются люди, как это называется, я забыл, парасейлинг, что ли. Активность потихоньку начинается, люди выходят, уже греются, конечно, меньше, чем в сезон. И люди не только греются, люди еще и купаются. Не верите? Смотрите. Вот чтобы вы понимали, как я одет, все-таки еще холодно, да? Я же не дурак, чтобы этот... А это кто? Аделина, что ли? Это Аделина? Она хочет искупаться в этом море, вы представляете? Поплавать хочет. Поставьте лайк за храбрость, за смелость Аделины. Да, вода в море, между прочим,
12 градусов всего лишь. Да. Снег только был 2 недели назад. Аделина и море 12 градусов. Очень хорошо. Медуза огромная. Огромная медуза. Давай, ныряй. Отгоняй их. Это же не португальский кораблик, не переживай. Оп, хорошо, хорошо. Я прям чувствую, как ей хорошо. Лайк Аделине, лайк, лайк. Это вообще не холодно. Нет, не холодно. Нет, если бы не было медузы, я бы похоже поплавала сейчас. Она говорит, сейчас она еще будет заходить. Ну там медуза вот такая. Сейчас я камеру возьму. И маленькие вот такие, и вот такие, и вот такие. Я уже надела носочки, потому что, ну, дабы не морозить ноги, хотя на самом деле мне не холодно. Я думала, что когда я выйду, у меня зуб на зуб не будет сходить, и я прям закутаюсь в полотенце. На самом деле нет. Но не забываем, что это не потому, что действительно теплая вода, теплая погода. В такие моменты у нас происходит выброс адреналина, гормона, выброс кортизола, гормона стресса. Хорошо это или плохо для организма, очень спорная тема, очень спорная. Как вы считаете, напишите в комментариях, вообще вы за или против закаливания. Я не знаю, если честно, я для себя не решила, какая мне теория ближе, но я очень давно хотела попробовать. Может, вы просто не знаете, почему это для меня было так сложно. Я дико мерзлячий человек. Мне холодно при температуре 20 градусов дома. 20 градусов для меня это холодно. Ну вот так уж сложилось, что у меня был такой пункт, который я хотела выполнить. Это искупаться именно в непопулярное во время вне сезон. Но если вы приедете, например, в мае, там в середине, ближе к концу, то вода уже будет очень комфортная. Да? И спокойно можете приезжать купаться, потому что море ждет вас. Какие красивые виды сегодня. И ответ на вопрос, можно ли купаться в апреле в море. Конечно, можно. Нужно ли оно вам, это решать только вам. Смотря в каком море. Ну, мы про черное говорим, Батуми, да. Сейчас мы напротив вот таких зданий. Как это объяснить, я вам не знаю. В общем, в старом городе, где один из самых таких популярных, распространенных пляжей. И у нас был выпуск про пляжи Батуми. Кто не смотрел, вот сейчас на экране появится. Ну, либо на канале у нас есть пляжи Батуми, так наберите. Я показывал, какая вода, как можно ли вообще купаться. Была мутная вода, и вот сегодня мы тоже видим, что камешки хоть и видны, но в самом начале. Дальше уже какая-то зеленоватая. Решили прогуляться до вот такого пирса. Очень такое известное место, где люди любят фотографироваться. Красивое инстаграмное место. Хотел бы сказать, что это выпуск не последний, в котором мы рассказываем вам про погоду, про климат и в целом ситуацию в Батуми. У нас такой же будет и про май, в начале мая, потом начало сезона в июне. Большой выпуск будет и в целом про ситуацию, что меняется. Например, новости Батуми, у нас такой тоже выпуск есть. Подписывайтесь, потому что очень оперативно мы все освещаем и даем, как мне кажется, такую полную информацию про ситуацию в Батуми, про любые его части. Вид с пирса, конечно, шикарнейший. С одной стороны Батуми, старый город, новый город, с другой стороны вода зеленая-зеленая. Посмотрите, я не знаю, это грязная, не грязная. Наверное, просто глубина так сказывается, и вот такой цвет. Ну и, конечно, горизонт сливающийся с облачками. Безмятежная погода, где можно прийти, отдохнуть. Вот как раз люди здесь стоят, отдыхают. Уже не холодно, напоминаю, сейчас вот 13 градусов. В целом в апреле погода меняется от плюс 10 менялась до плюс 20 даже. Уже было очень жарко, в одной футболке мы ходили. У нас, кстати, выпуск есть из ботанического сада. Тоже посмотрите. Это самый жаркий день в апреле был. Тоже на экране будет ссылка или на нашем канале. Ну и в целом, вы видите, люди кайфуют, наслаждаются жизнью. Апрель уже, да, уже очень приятен. Дождей все меньше и меньше. Гораздо меньше, чем зимой. А зимой Батуми очень дождливый. А Аделина фоткается. Ты случайно не в соцсети фоткаешься?
Конечно, я фотографирую для наших социальных сетей, где все выкладываем здесь, сейчас, в режиме реального времени. Подписывайтесь, вот здесь вы сейчас увидите QR-коды, и в описании есть ссылки. В описании каждого видео есть ссылки. Да, мы сейчас очень активно выкладываем наши соцсети. Хотим, чтобы дать полноценную масштабную информацию про Батуми. Мне нравятся те дни в апреле, когда солнечно, когда тепло и когда уже чувствуется запах весны. Но очень сильно разочаровывают дни, когда очень холодно и дождливо. В ближайшие дни обещают вообще дожди, и температура опустится даже до +5 ночью. И прям будет такая промозглая пасмурная погода, и тогда в эти дни думаешь, блин, ну когда же здесь наступит А мне эта нравится весна? такая погода, когда дождь не сильный, а вот такой вот, как из пульверизатора, такой мелкий-мелкий. Идешь и наслаждаешься. Даже не промокает у тебя одежда, но, в общем, мне нравится, класс. А мне нет, я люблю вот такую погоду. Кому нравится какая погода, напишите в комментариях, очень интересно, потому что Батуми город, наверное, не для всех, но для многих. А вообще подписывайтесь на наш канал, я смотрю, что очень многие не подписаны. У нас будет много материалов про Батуми, начало лета будет вообще шикарное. Почему будет? У нас есть. Вообще, если зайдете на наш канал и посмотрите, мне кажется, найдете ответы на все Да. имеющиеся у вас вопросы. И в А прошлом если году не снимали. нашли, пишите нам в комментариях, что вас интересует, мы снимем на эту тему выпуск. И в позапрошлом снимали, то есть вы можете отследить, как менялся Батуми даже по нашим видео. На этом выпуск мы заканчиваем. Подписывайтесь и смотрите следующий.